Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и для меня этот контент нестандартен, основной канал Польза.нет, и сейчас мы тестируем планшет под названием OnePlus Pad. Вы видите его фронталку, вы слышите его микрофоны, и да, я планирую при вас его в онлайне гонять в PUBG. Что я могу сказать вам об этом планшете? Я 1000 раз повторял, когда я его гонял на лайв-канале во время того, как я разыгрывал смартфон Poco F5 и 5 Mi Band в 7 серии стандартно ежемесячно, что я бы при любом раскладе, если бы выбирал себе планшет, смотрел бы на Яблоке или Samsung. Но если мне нужен Android планшет за адекватные деньги, а к OnePlus я неровно дышу, разумеется, его бы я тоже как минимум рассмотрел. Насколько он хорошо будет справляться с Твичом, насколько он хорошо параллельно сможет для вас работать в режиме стриминга. Я напоминаю, что я онлайн стримлю одновременно с устройства и параллельно играю. Плюс отвечаю вам параллельно на вопросы. Всем, кто ценит, что я мучаю устройство по полной программе, ставьте лайк. Пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры. Огромное спасибо, что смотрите и лайв-канал, потому что здесь объективно много полезного. Видите, какой широкий угол у фронталки? И основная камера у него тоже неплохая, но не для ночной съемки. Примеры съемки тоже будут. Сейчас мы благополучно, напишите, кстати, как здесь с микрофонами. Переходим в игровой режим. Стримлю я не в 1080p 30 fps. Он не хотел запускаться очень долго, ну и ладно. Главное, что сейчас запустился. Включая игровой процесс, если PUBG пойдет, то круто, если PUBG не пойдет, то будем играть в тактику. Но я надеюсь, что PUBG New State потянет. Игровой движок включен, и сейчас мы самое важное, что правильно, запоминаем, сколько у нас процентов, 38, и секундомер. Секундомер. Понеслась, начать, и... стоп, я же вошел, не понял. Почему он не грузит? Я вообще в него уже вошел. То есть, по идее, вы не должны ждать, пока он там мне что-то будет. Все в огне. Так, HD... я вроде бы все обновлял. Ладно, пока не будем писать сколько процентов, потому что очень странные дела, да? Параллельно еще будет грузить, да? Ну и ладно, пообщаемся. Посмотрим, с какой скоростью с гигабитным Wi-Fi он будет грузить все эти великолепные дела. Можно, кстати, параллельно поиграть. Сейчас я открою Twitch. 5 секунд. Пам-пам. Так, музыка вам не мешает, как звук, и жду от вас фидбэка какого-нибудь. Саландур, привет. Так, сейчас я ищу, где здесь микро сделать потише. Включить блокировку ориентации. Включить. Подсказал мне сразу. И он уже начал греться, к слову. Он прям конкретно начал греться в области камеры. Ну-ка. Уже 36, 37. Очень интересные дела. 38. Вот я и чувствую, что он как-то греется. Наверное, в области камеры у него процессор. Ну ладно, пусть. Зато увидите, может ли он одновременно грузить и Twitch гонять. Скорость загрузки 3,9 мегабайта. Это немного, но и немало. Он, смотрите, еще параллельно HD текстуру грузит. Это какой-то супер-мега жесткий тест. Ну и ладно. Много не мало, как говорится. Сложно не просто. Правильно? Если бы было слишком просто, было бы плохо. Можно, правда, его уже гонять. Но мы не будем. Мы подождем, пока HD текстуры. Кстати, по большому счету нам нужны только HD текстуры. Все остальное мы можем перетерпеть. Правильно? То есть нам нужна карта и HD текстура, и все. Шляпник, привет. Видишь, какой мы мучаемся штукой? И вот я отключил половину, получилось, что он может качать с одновременным стримингом 5 мегабайт. Это очень даже достойно. Да, все, я приостановил, потому что это нам не надо. Нам надо HD текстура. Правильно? Звук нормальный, музыка не мешает. Ну, супер. Супер. Поедает он, конечно, вообще моментально. 2% как с куста во время загрузки, видишь? То есть ему прям совсем плохо.
когда одновременно Twitch еще и грузить. Но с другой стороны, так практически что угодно разряжается, согласись. То есть такого, чтобы при загрузке чего-то, если посмотреть, как от Геншина того же разряжаются устройства, то это вообще космос. А мы еще и параллельно стримим, пусть даже в 720p. Правильно? Так, пол-гектара скачал здесь скачал 330. Ну, как только трое скачается, потому что здесь, получается, он несколько карт уже скачал. Каюсь, неразумно. Но все равно. Что получилось, то получилось, как говорится. Скажи, вот чем ты занимался? Вот чем ты занимался, Саня? А занимался тем, что я сегодня, кстати, разыгрывал 5 мибендов 7 серии. Не надо нам Рангель, нормально. Вот. И помимо этого еще и Poco F5 мы разыграли. Вы же помните? Все было в огне. Мне, к слову, уже пришли такие магические телефоны, как Realme 11 Pro Plus. Вот. И пришел мне еще... послали мне самое главное, великие ужасные iQOO 8, Neo 8 и Neo 8 Pro. Да, оба. Нет, один. Да, оба. И Poco F5 почти в руках. У меня их два. Один я разыграл. Ага, не почти он. Не почти. Но близко к этому. Обзор до распродажи на Poco F5 я сделаю. А больше всего мне на стриме сегодня нравилось, как человек спрашивал. Смотрите, уже 6 мегабайт. Как человек спрашивал, что Саник, что мне купить вместо Poco F5? И, iQOO Neo 8. Там покруче все будет. Но там получается у тебя Poco F5 Pro по цене Poco F5. Вот, наверное, вот так. 12 Lite, 13 Lite, 14 Lite, Ростов. Ну, это не ТЗ. Я тысячный раз прошу, вы, конечно, пришли сюда, но я за тебя не отвечу, к чему там присмотреться, потому что ты назвал 3 разных устройства. Абсолютно разные по стоимости, абсолютно разные по, в принципе, так, все, по качеству исполнения 35%. Так, мы настройки сейчас поставим, чтобы HD были. И потом уже у всего будет камера хламом, если тебе от этого легче. Потому что это Poco. А нет, у 13 Lite получше будет. Посмотри опять же по спекам, но по моим тестам, как я помню, 13 Lite лучше. Так, ультра, разрешение графики высокое. Все, в огне. Вот теперь он будет погибать. Я думаю, его хватит на минут 30, а 34% мы съели 4% за очень малое количество времени, за 5 минут. Но это было скачивание, поэтому ничего удивительного. Потому что когда ты что-то скачиваешь, поедается все в разы быстрее, как вы знаете. 34, все, начинаем. Блокировка, HD, все дела. Не, кстати, в HD не так все и дыряво. Не все так мракобесно. Относительно, правда. Все всегда относительно, да? Так, понеслась. И... он подбирает матч. Сейчас я вас открою. Так, в общем, чтобы камера норм придется платить. Нет, Ростов, почему? У Xiaomi, у Mi 12, у Mi 12 Pro, у Xiaomi 12, 12 Pro, 12s, 13 Lite хороша была. Вообще, начиная с 11 Lite, Xiaomi классно снимают. Просто серия Poco точно не про камеру. То есть ты из меня вытягиваешь информацию, которую я тебе не давал. То есть из достойного, почему? Пиксели, пожалуйста, камера хорошая. Посмотри обзор последний, 7А. Я его, конечно, не рекомендую, но хорошая. Просто я не понимаю, что такое норм для тебя, Ростов. Когда ты формулируешь потребность, и ты не знаешь, что при этой потребности... Что при этой потребности хотеть. Так, ну здесь, кстати, может быть нормально я смогу играть. Так, самое главное отключить типов, потому что вполне возможно они будут говорить что-нибудь нехорошее. Вот, так что как раз нет, за 30 тысяч рублей камеру можно уже потребную. Просто Poco это не смартфон про камеру точно.
Но логично, когда ты получаешь камеру, то ты теряешь что-то другое. Вот. По-другому не бывает. Правильно? Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Вот такой вот я ненормальный анимешник с остальным алхимиком. Ладно, я очень давно аниме не смотрел. Очень много лет. У меня нет времени на это, к сожалению. Но опять же, полнометражки я какие-то смотрю, если что-то выходит эпичное. Так, перестать следовать. Нет, не буду я переставать следовать. Почему? Потому что... Ага, видите разрешение, да? Вот так вот играть на планшете. Вот это я вижу. Я видел цену IQ, про Поко можно забыть, если за глобалом не гнаться. Даже я скажу, если за глобалом гнаться, я бы забыл про Поко, потому что ты покупаешь другой класс устройства за те же деньги. Ну, то есть, какой Poco F5, когда ты за эти же деньги покупаешь девайс, который лучше снимает, у него мощнее железо, у него более плавная оболочка. Я вообще топтал этот бенд. Ну, опять же, я предполагаю, что за 30 тысяч рублей вряд ли с какой-то прям совсем дремучей деревни человек будет заказывать на Али. Хотя вполне возможно. Но даже с этим можно жить. Я не знаю, я говорю, 3G. Я бы с 3G ходил, но с iQOO Neo 8... Что он, где он нас дропнул вообще? Что он сделал? Что он сделал? Он сделал так, что нас сейчас вынесут еще до того момента, как мы добежим до здания, да? Легкие лаги начались. Но это вообще не смешно. Ага, то есть он меня выкинул, а этот тип... Да. Не пошел бы он в топку. Уже, да, уже стрельба. Разумеется. Так, есть. Есть, все. Раз, два, три. Брони нет, ладно. Не критично. Наверное, надо как-то чувствительность выставить, потому что играть, конечно, не особо удобно. Так, у нас пока не сняли никого, да? Ага. Отлично, броня. То, что типы здесь бегают, это 100%. О! Так. Еще бы каску. Все, хотя бы какую-то. Все, можно играть. Ох ты, ешки! Шикарная лохан. Шикарно у меня был тормоз. Потому что я лутался в то время, как он меня снимал. Но я сейчас дропнусь все равно еще. Он меня не добьет, я думаю. Не добьет. Может и не добьет. Нет, добьет. Потому что наших, по сути, всех сняли. Сдаться. Подтвердить. Передислокация. Ей, вот теперь я сам выбираю, куда прыгать. Так что, Ростов, вы не правы, вариантов просто море, можно, опять же, просто идти на компромиссы. Xiaomi 13 Lite, 11 Lite, 12 Lite по мне снимают классно. Вы можете, не согласиться, разумеется, и это ваше право, но я считаю, что они снимают, у них со съемкой все отлично. Так, в первой фазе я успел дропнуться. Очень надеюсь, что у меня мой тип не прыгнет, где и я, потому что в топку его помощник. Дропнул нас последними. Здесь еще бы добавили функцию из разряда прыгнуть, скинув парашют. Может, там за половину жизни. Так, я уже прям спрыгнул с оружием по минимуму. Я уже забыл. Забыл уже, как это происходит все. Раз, два. Опа, опа, опа. Здесь кто-то уже бегает. Было бы еще неплохо дать мне каску. И я какой-то 15 секунд эти магически выживу, надеюсь. Так, а вот здесь вот, да, вектор был бы круто. Мне кажется, что кто-то здесь.
Ему 2 патрона мне в голову и все. Точнее, 1, мне кажется, даже. Без шляпы бегать такое себе. Так, здесь у нас была красная зона. И... Так, окей. Может, ушел. Вопрос выживания, да? Ей. Есть что-то полезное даже. Шляпу, шлемчик. Так. Это отличная тема. Не вижу шляпу. Ладно. О, все. МСМК. А, Скарл? Зачем я Скарл убрал? Нет, Скарл получше будет. Весь мой эпичный период с лутаниями закончился. Сейчас типа придут за мою душу. Так, стоп. Башечка, может быть, ее лучше. Да. Так, здесь дроп где-то. Ага. Это не дроп. Это тип. Там, скорее всего, это даже не мой тип. И ну, я хотя бы в зоне какое-то время побуду. Играть, кстати, довольно, я вам скажу, комфортно. А чего это не PUBG, а Standoff 2? Потому что я хочу играть в это, и все. То есть, как вам сформулировать? Вы же выбираете, во что вы чаще играете. То есть, мне нравится играть в PUBG. Так, вот там вот типы дропаются. Если они там дропаются, их прям вообще много дропается там, я смотрю, в этой зоне. Мне кажется, что... О! Ох ты, ёшки. А, их же двое даже было. Ладно, все. Позорная катка закончилась. А чего это PUBG? Всем привет, Дукат. Дукат, привет. Выход. Да выход я уже нажал. Смотрите, видите, глючит. Точнее, это я глючил. 15-й. Средний ранг упал. Упал. Дропнулся ранг. Ничего страшного. Следующее. Кстати, насчет яркости я не измерял, но потому что она здесь и так не космос. Я не видел, чтобы IPS-ки прям сбрасывали яркость. Если сбросит, я расскажу в обзоре. В полноценном. Либо здесь напишу. Но Акум он поедает только в шум, как вы видите. То есть мне кажется, что мне придется довольно скоро начать остановку стрима, чтобы успеть что-то сказать в конце. 10 минут с 34%, за 10 минут 7%. То есть, по идее, 50% в час с одновременным стримингом на Твиче. Это сильно много. То есть, для стримов только на Акуме. Ну, либо он будет искать команду. Нет, матч найден, все. Не судьба. Мне главное, чтобы не лагал и фоткал хорошо. Именно фото для видео из GoPro. Для фото я вам посоветую камеру купить цифровую или зеркальную, как хотите. Беззеркалку или зеркалку, можно даже не full frame. Фото хорошо делают большое количество телефонов. Но вот у этих телефонов насчет хорошего фото, это уже компромисс. Это знаете, как я купил... Я сейчас объясню, почему Ростов я все это дело разношу
вилами по воде и все остальное. Потому что, допустим, есть Oppo Reno 10 Pro Plus. Смартфон за 50 тысяч с железом, как у, допустим, того же Poco F5 Pro. Но стоит он на 15 тысяч дороже. Почему? Хотя китайская версия. Потому что там есть перископ, вот там оптика, там камера, там прям топ. Если брать пиксели, которые я вам посоветую, 6А, 7А, ну вот 7А, не хочу я с вами прыгать, 7А стоит сколько сейчас? 37, 36, 38. Но у него просто космическое количество недостатков помимо этого. Да иди ты в топ. Вот. И чтобы не классно снимало, оно будет иметь какие-то другие недостатки, либо да, либо вы берете флагманы. Опять же, по фотовозможностям я ненавижу эту тему. Почему? Потому что все плюс-минус дороже 30 тысяч фотографируют одинаково. И потом еще дальше идет плюс 60. Но ваши сценарии использования для меня, допустим, вообще нулевые. Я перепутал с другой стрелялкой, в которую ты играл. С Апексом, наверное. Да? Шляпник. Я играл в Apex, который закроют, может уже закрыли, кстати. Нас осталось 3, к слову. Вопреки всему. О, в Централ хочет прыгать. Ну окей. Централ. Потому что в Apex, еще раз повторяюсь, ну, нужно уже бегать в PUBG. Нету Apex, все. Не судьба. 1, 2, 3, 4, 5. Но если он туда не дропнется, а мне просто сказал туда дропнется, конечно, я его прокляну. Давай голосовой чат. А обязательно. Не давай. И еще чуть-чуть. Хайзенберг. Вот они уже дропнулись, видите? Так, и что? Я не один. Нет, он тоже дропнулся. Отлично. Вот это лут. Сходу. Так, еще не хватает какой-нибудь третьей брони, и можно уже надеяться на светлое завтра. Прям верить в светлое завтра не стоит, но надеяться можно. Так, он лутается здесь, я побегу дальше. Так, ну все. Одиночная броня. Просто какой-то лутопад. Еще бы маленький такой третий броник. Да? И было бы вообще все в огне. Но, я думаю, not today. Точно не сегодня. Но эту катку хоть один фраг я должен сделать. Хотя на этой локации... О! СТС-очка. О! СЛР-очка даже. Еще один пулемет, что ли? А, он такой же. Так, где здесь типы? Ни разу. А здесь? Отлично. Так, ну хорошо. Где у нас двойка-то? Все равно нужно броню искать. Хотя бы второго левела. Все это хорошо. Но без брони это лажа все. Один какой-нибудь бодрый скват и все, да. Вот так.
Так, все. Очень подло, неэффективно. Так. У меня смутное ощущение, что это подписчик. О, ничего ж себе, это еще круче, по-моему, Дес. Вот эта вот штука. Эта штука еще круче. О, там типа какие-то... Опа! Где он опять кого-то нашел? Или это не он нашел? Пулемет. Во. Еще каску надо второго и все. И первая пуля меня уже не снимет. Снимет вторая. Крысятничеством не занимаемся. Гордо, как ламера, двигаемся к цели какой-то, но заветной. Так, здесь лута нет, лут есть. Это за нами локейшн. О, вижу типа. Ладно, это двойка. Так, а двойка он в огне. Двойка он лутается. Кстати, там каска могла бы быть. Можно пробежаться. Если здесь нету. О, прицел 8. Почти в зоне, как говорится. Почему тип побежал к нему, интересно? Вот не совсем понимаю. Ну ладно. Ну, каска есть второго уровня. Окей. Нужно идти в зону. Шляпник, привет. Ну, папка повеселее будет. Чуть-чуть. Пусть не дико веселее, но веселее. Личные магазины для всего чего. Только не для того, что мне надо, да? Хотя, с другой стороны, для пулемета зачем еще больше? Ага, где-то еще. Где? Где? Ага, надо идти лутаться. Двойка спрятался за деревом, по нему стреляют, что ли? Ага. Окей. Окей. О, со спины. Неужели мой первый фраг?
Я просто отменный стрелок. Антистрелок просто. О! Кто-то там убивает, но не я. Ну ладно. Я все равно был молодец. Нормально залутан был. Не топ, но... Нужно здесь, кстати, ждать типов. Я прям уверен, что здесь кто-нибудь добежит из зоны. Может и нет. Так, а что мне... Раз. Ощущайте, игра-то пошла. По чуть-чуть. С топовым партнером. Так, а что у нас? X8 есть. X8 не лучше, чем X3, но... Ладно. Let's go. Вообще никаких траблов. Наверное, лучше было бы на транспорте. Но что есть, то есть. О, ничего ж себе, уже зона побежала. Как-то мы не успеваем. Лечусь я медленнее, да, чем бегу. Как с аудио слышно хоть что-то? Безопасная зона. И здесь, по идее, кто-то должен принимать. Но пока не принимают. Непривычно так на планшете играть, Дукат. Вообще непривычно. Но здесь на счет 3 надо пулемет брать. Раз, два, три. Очень подло с его стороны было здесь лежать. Ух ты, ёшки! Ага, вот там он оттуда стрелял. Да пошли вы все. Ага, еще и на крыше. Ну-ка, тип справится? Да, хорошо принимали всем, прям всем складом. Не-не-не, вообще не вариант. Молодец. Так, 19% и играем мы уже бодро 25 минут. 25 минут, хорошо. Может, с чем-то он и справится, но, как говорится, я этого уже не увижу. Прикиньте, потом придет вы первый в скваде. В первом скваде, который победил. Грузит, пока ничего не вылетело. Ей, не вылетел. Молодец. Так, сейчас я вам скажу, кстати, по поводу температуры вот в этом магическом месте, которое я говорил 40 градусов. Нет, так и осталось 37, кстати. Так и осталось 37 градусов. И это хорошо. И 0 патронов. Заруба.
Хорошо слышно. Так, 17 секунд до дропа. Дроп — это всегда хорошо. Перестать следовать. На счет 3 они марку выставили, в принципе. Можно дропаться. В Хамару, так в Хамару. У меня ощущение, что здесь уже много типов. Раз, два, три, елочка, гори. Ну. Здесь на эту катку хватит процентов. А что, почему такой стрела такая здесь? Ну ладно. И может сюда получится в окно. Есть. Получилось. Пусть не в окно, но близко к этому. Второй лутаж приятнее лутать, чем первый. Есть. Я там видел типа, и вполне возможно это не наш тип. Вполне возможно, он меня тоже видел. И есть. 1 на 1 я победил. Пусть ненадолго. О, ничего ж себе, у него был комплектик. Опа. Да-да-да. О, ёшки. Это прям прифартило, что он тупит еще больше, чем я. Редко такое встретишь. Чтобы человек тупил больше, чем я. Ну, есть? Есть, успел. Почему нет? Почему нет? Не понял. Вот я ступил тоже. Так, окей. Минику надо было брать. Ёшки. Так, не-не-не-не-не. Опять у меня какая-то перепалка. Не оставят меня в покое вообще никак. Все на тоненького, да? Так, и есть. Так, а что у меня шлем еще живой чуть-чуть? 4 убито. Я уже прям сквад отсюда снял. Технически. Ладно, пока не буду трогать.
16 не надо нам. А кашечка была норма бы. Ну давай. Так, он знает, где я не знаю, где он, да? Я знаю, что там типа на крыше я снял. У него была каска нормальная. Значит, я побегу к нему. Если у него там будет кто-то, значит будет. Значит, не судьба моя. Ощущение, что здесь тройка у меня сидит наверху. Может быть, нет. Но кто-то наверху точно есть. 16, лажа. Аккумулятор бесполезен для меня. О, ничего себе тут. И... А вот это что такое? Машинган, что ли? Реально? Ух ты, ёшки. Прикиньте, кого-то здесь завалили как. Конечно, не 75 патронов, но тоже очень близко к этому. А кто здесь был? Мой? Или нет? Вообще хорош. Так, надо в зону. Я здесь размусоливал. Как думаешь, какие компании для новых ощущений? Сейчас, подожди. Были пиксели, Huawei, Xiaomi, Oppo. Oppo попробуй. Флагманские. Если есть финансовая возможность. Можно даже не флагман, можно предфлагман, допустим, X6 Pro взять. Так, и вот сейчас плохая идея бежать через эту зону. Надо прыгать куда-нибудь в здание. Далеко бежать. Далеко бежать, поэтому надо бежать из зоны. Из красной. Остановиться, если то все будет кирдык. А, там тип едет на машинке. Может, меня зацепит. Нет, не зацепит. Ну, я могу сам себя зацепить на байке. В принципе. Управлять и понеслась в зону. Сейчас посмотрим, снимут меня или нет. Пока я здесь буду гонять. О, дроп. Дроп со сквадами — это вообще, конечно, двойное самоубийство. Ну и в топку. Да и в топку, в топку, в топку, в топку. Аук. Раз, два, три. Подходи по одному, как говорится. С другой стороны, все думают, наверное, когда человек едет к дропу, что он вообще какой-то лютый тип. Просто лютейший. И, может быть, за счет этого не все пытаются тебя снять. Только... О, а что это у меня? Вообще второе оружие исчезло. Почему второе оружие исчезло? Я, конечно, не понял этой темы. Вообще никак. Ну ладно. Окей. Но с такой штукой можно и лечь. А, нет, есть второе оружие. С этим можно залечь на дно. Временно. Патронов не особо много, правда. Еще они и общие. Ну и ладно, поваляемся. Поваляемся, потому что и так заряд уходит быстро. Я думаю, это последняя катка. Хотя мы играем всего... Так, давай, старые флагманские, стоит ли пробовать? Ну, опять же, нет. Ну, потому что, а куда ты их потом денешь? Окей, ты купишь ради интереса. Думаешь, кто-то еще купит ради интереса? Может. Но я бы не стал. О, вообще с оптикой норм. Мне бы еще прикол был еще бы один дроп сюда, да? Так, а что у меня с зоной?
Игровая зона через 30 секунд исчезнет. Окей. Типов я, разумеется, не вижу отсюда, да, чтобы они шли. Не, надо вставать. Так, ограничение зоны. Ну, я в зоне. О, вижу типов. Надо проверить мою метку. Надо проверить мою метку. Какая-то лабутень. Их еще и не видно. Ага, теперь вижу. Угу. Ну как он быстро, да, передумал? А говорят, один в поле не воин, да? Да что ж такое, как они увидели-то меня издалека такого. Из таких далей, дальних. Стоп, у меня есть полный? Нет, нету. Надо пройти отсюда. Ух ты, ёшки. Видит меня, видит. Спасет меня кто-нибудь? Нет? У меня есть кто-нибудь, чтобы меня спас? Нет, у меня нет никого, чтобы меня спас. А почему, кстати, тогда сразу я не умираю? Если сдаться, я смогу дропнуться? Нет? Нет. Нечего было, да, одному против всех пытаться. Окей. Серебро 3, серебро 4. Так, я думаю, что в принципе у нас уже есть понимание того, сколько он поедает, потому что 40 минут мы отыграли, или еще пытаемся 20 играть. Пишите. Мы пытаемся еще 20 играть или нет? Или в топку? Наверное, не будем. Смотрите, если за 40 получается минут, было 34%, стало 13%. 21% за 40 минут, это 7% в 20 минут. Правильно? Нет. Это, к сожалению, не 7% в 20 минут, это 2 трети. Короче, 31% примерно в час он поедает. Это немного, кстати. Это немного. Всем огромное спасибо, что пришли. В итоге примерно 31% в час поедает планшет от OnePlus. В PUBG при одновременном стриминге, правда, в 720p, но зато максимальная графика практически. И в целом я, как минимум доволен. Smart показал себя хорошо. Учитывая его стоимость, я бы даже сказал отлично. Да, Berkman, примерно 31% в час. Округлим. И огромное спасибо Ben News, что дошли, Чпук и все остальные. По поводу бэушных, еще раз повторяю, что нет. Не стоит совсем старые брать. Либо бери средники. По одежке протягивай ножки. Правильно? Если хочешь посмотреть на что-то. Жаль, что такие мелкие стримы. Так зато часто. Чпук. Всем добра.